Привет всем! Мы на канале Family Is, и сегодня снова я с вами, Владимир Ефимов. Сегодня мы поговорим о том, как адаптироваться ребенку к детскому садику и как ребенку преодолеть те заболевания, которые его, возможно, ждут в периоде посещения детского сада. У каждого ребенка есть своя микрофлора, то есть свой биологический циноз, так называемый, на коже, на слизистых полостях, дыхательных путей, которые для него являются непатогенными, то есть теми, которые не способны вызвать заболевание. Когда детки сталкиваются между собой в коллективе, они обмениваются этой микрофлорой, и, соответственно, у других деток нет к ним иммунной защиты. Иммунная защита в данном случае обуславливается как местной, так и общей. Местная защита обеспечивается на слизистых и на коже. Общая иммунная защита обеспечивается достаточно сложным каскадом иммунных реакций, которые не позволяют ребенку заболеть. Бытует такое мнение, что первый год посещения ребенка детского сада сопряжено с достаточно частым заболеванием респираторного тракта. Да, действительно это так. Почему это так происходит? Потому что ребенок попадает в совершенно новый коллектив. Выдыхая в атмосферу достаточно большое количество микроорганизмов, они таким образом увеличивают их концентрацию в той среде, где они обитают. Там комната, или это игровая комната, или это там, где они отдыхают. Таким образом, второй ребенок или находящиеся рядом детки, они вдыхают эту порцию микроорганизмов. Почему все-таки возникает заболевание? Возникает оно по нескольким причинам. Оно возникает потому, что первое, эта бактерия может быть болезнетворная, то есть вызвать заболевание. Второе, зависит от ихнего количества. Если ребенок все-таки вдохнет, допустим, меньше того количества, которое способно вызвать заболевание, ребенок не заболевает. Иммунная система достаточно хорошо справляется со всем этим, иначе мы бы из болячек не вылазили. Если же все-таки это критическое число превышает то число, которое уже может вызвать заболевание у рядом играющегося ребенка, то ребенок рано или поздно начинает болеть. Он может отделаться либо легкими катаральными явлениями, то есть посопливит, покашляет без температурных реакций, и этим все закончится в течение нескольких дней. Но также из общей реакции организма, которая проявляется уже подъемом температуры у ребенка. Существует сейчас бесчисленное множество препаратов, которые поддерживают иммунитет, вырабатывают иммунитет, стимулируют иммунитет. Очень хотел бы вас предостеречь в этом и достаточно серьезно обратить на это внимание. Своим пациентам я никогда не назначаю иммуностимулирующих препаратов, потому что иммуностимулирующие препараты, они стимулируют иммунную систему. Но если нам немножко копнуть глубже, иммунная система – это та система, которая контролирует наш организм в течение всего периода жизни человека. И если мы ее стимулируем на ранних этапах роста ребенка, то мы ее таким образом выводим из строя на более поздних годах нашей жизни. И отсюда у нас начинаются и онкологические заболевания, и плохая сопротивляемость организма, ну и, соответственно, быстрое наше старение. Поэтому постарайтесь не стимулировать иммунную систему. Ребенок рождается иммунологически здоровым ребенком. Если ребенок ваш заболел, значит ваша иммунная система работает. И поверьте, нечего туда лезть со своими ручонками. Закладка иммунной системы все-таки происходит во время беременности с самых первых дней, и которая обеспечивает потом в дальнейшем иммунную защиту у ребенка. Состояние иммунитета также зависит от того, на каком сроке все-таки ребенок появился на свет. То есть он появился на 37-й и старшей неделе, либо все-таки несколько раньше. Также зависит от питания матери, как она питается во время беременности, от каких-то состояний ее здоровья. Точно так же идет прямая защита. Ну и, соответственно, с какими иммунологическими показателями родился ребенок.
Для того, чтобы вы не путали понятие «у моего ребенка упал иммунитет» или «у моего ребенка плохой иммунитет», поверьте, иммунная защита или падение иммунитета наблюдается в нескольких случаях. Это если ваш ребенок будет работать в шахте, если у вашего ребенка иммунодефицит врожденный, если он тяжело физически трудится, или у него самое банальное недоедание, и он у вас вместо, допустим, 3,5 килограмм родился 1,5 килограмма. Как же все-таки пережить этот период, пока ребенок ходит в садик? Какой-то панацеи не существует. Закаливание, ОФК-массажи, достаточно банально, но оно как бы имеет свое место. Во многом это зависит от того, как ребенок был заложен внутриутробно, как он все-таки развивался и имеет ли какие-то физические недостатки при рождении ребенок. Поэтому в данном случае, что обеспечивает его благополучное пребывание в саду? Это хорошее питание, соответственно, хороший набор массы тела, и то, насколько быстро, умело и благополучно ребенок будет выходить из предшествующих состояний, связанных с его здоровьем. И не будут ли возникать осложнения после того или иного заболевания. И то, что мы ждем после посещения сада, что ваш ребенок будет гораздо меньше болеть в школе, скорее всего, что это неправда. Потому что бывают детки, которые в саду не болеют, в школе начинают болеть просто катастрофически. И точно так же и наоборот. Дети могут болеть в саду, но не болеть в школе. Надеюсь, что сказанное мною вам принесет все-таки какие-то дополнительную информацию для размышлений, вы сделаете какие-то свои выводы. Если у вас остались какие-то вопросы, а я верю, что они у вас есть, и, скорее всего, их бесчисленное множество, поэтому задавайте, пишите, будем отвечать на них с удовольствием. Подписывайтесь на Family Is, и пусть вас ничто не тревожит в этой жизни.